Один торговец отправил своего сына узнать секрет счастья у самого мудрого из всех людей. Юноша 40 дней шел через пустыню и, наконец, подошел к прекрасному замку, стоявшему на вершине горы. Там и жил мудрец, которого он искал. Однако вместо ожидаемой встречи с мудрым человеком наш герой попал в залу, где все бурлило. Торговцы входили и выходили, в углу разговаривали люди, небольшой оркестр играл сладкие мелодии, и стоял стол, уставленный самыми изысканными кушаньями этой местности. Мудрец беседовал с разными людьми, и юноше пришлось около 2 часов дожидаться своей очереди. Мудрец внимательно выслушал объяснение юноши о цели его визита, но сказал в ответ, что у него нет времени, чтобы раскрыть ему секреты счастья, и предложил ему прогуляться по дворцу и прийти снова через 2 часа. «Однако я хочу попросить об одном одолжении», — добавил мудрец, протягивая юноше маленькую ложечку, в которую он капнул 2 капли масла. «Все время прогулки держи эту ложечку в руке так, чтобы масло не вылилось». Юноша начал подниматься и спускаться по дворцовым лестницам, не спуская глаз с ложечки. Через 2 часа он вернулся к мудрецу. «Ну как?» – спросил тот. «Ты видел персидские ковры, которые находятся в моей столовой? Ты видел парк, который главный садовник создавал в течение 10 лет? Ты заметил прекрасные пергаменты в моей библиотеке?» Юноша в смущении должен был сознаться, что он ничего не видел. Его единственной заботой было не пролить капли масла, которые доверил ему мудрец. «Ну что ж, возвращайся и ознакомься с чудесами моей вселенной», — сказал ему мудрец. «Нельзя доверять человеку, если ты не знаком с домом, в котором он живет». Успокоенный юноша взял ложечку и снова пошел на прогулку по дворцу, на этот раз обращая внимание на все произведения искусства, развешанные на стенах и потолках дворца. Он увидел сады, окруженные горами, нежнейшие цветы, утонченность, с которой каждое из произведений искусств было помещено именно там, где нужно. Вернувшись к мудрецу, он подробно описал все, что видел. «А где же те 2 капли масла, которые я тебе доверил?» – спросил мудрец. И юноша, взглянув на ложечку, обнаружил, что все масло вылилось. «Вот это и есть тот единственный совет, который я могу тебе дать. Секрет счастья в том, чтобы смотреть на все чудеса света, при этом никогда не забывая о 2 каплях масла в своей ложечке».